Современная атомная подлодка тяжелее небоскреба, но движется по океану тише, чем вода вокруг нее. Расслышать ее в этом шуме все равно, что различить одну каплю в грохоте водопада. Она несет ядерные ракеты, которыми можно стереть с карты целую страну, и при этом сама остается неуязвимой. Месяцами никто на планете не знает, где она находится. Самое грозное оружие в истории люди научились прятать лучше всего на свете. Сейчас разберемся, откуда на огромной глубине берется воздух, как лодка находит дорогу в кромешной тьме, почему ее невозможно найти и как ее торпеда топит любой корабль, даже не коснувшись его. И почему та, что наводила ужас в холодную войну, сегодня уже полностью устарела. Сначала о масштабе. Вирджиния – одна из самых современных атомных субмарин. Длиннее футбольного поля, а внутри ее корпуса свободно поместились бы несколько десятков городских автобусов. Махина в 1000 тонн, но с корабля на поверхности ее почти невозможно заметить, даже проплывая прямо над ней. Слово «атомное» звучит грозно, но атомная часть здесь вовсе не оружие. Это, если совсем просто, очень мощный чайник. Реактор нагревает воду, вода превращается в пар. Пар раскручивает турбины, а турбины крутят винт и дают электричество, от которого на лодке работает сразу все. Приборы, освещение, подача свежего воздуха, охлаждение продуктов. Топлива при этом нужно ничтожно мало. Несколько килограммов урана дают столько же энергии, сколько дали бы миллионы литров солярки. У такого чайника есть и вторая особенность, которая переворачивает привычные представления о топливе. Атомным лодкам прошлого поколения, тем, что строили еще четверть века назад, раз в 10 лет приходилось вскрывать корпус и менять ядерное топливо. Такая заправка занимала почти 3 года и стоила под $1 миллиард. Реактор не достанешь просто так. К раскаленному ядру прорезают путь сквозь стальную обшивку. Новую Вирджинию заправляют один единственный раз, еще на заводе перед спуском на воду. Этого запаса хватает на 30 с лишним лет, и за весь срок службы лодка больше не нуждается в дозаправке. Воздух и питьевую воду лодка тоже добывает сама. По-настоящему ее ограничивает не техника, а люди. Рано или поздно у экипажа кончается еда, и приходится возвращаться домой. Но вся эта автономность ничего не стоит, если лодку обнаружит противник. В подводной войне все решает тишина. Замеченную лодку считай уже уничтоженной, поэтому всю лодку от корпуса до кухонной утвари годами доводят до полной бесшумности. Снаружи ее оклеивают тысячами резиновых плиток, которые гасят чужой сонарный сигнал и заглушают собственные шумы механизмов. Например, на британской лодке типа Astute таких плиток больше 39 тысяч, и для чужого сонара огромный атомный корабль отражается не громче, чем крошечный детеныш дельфина. Привычный грибной винт давно уступил место водомету, он почти не оставляет за собой шумных пузырей, а именно по этим пузырям лодку легче всего засечь. Внутри тяжелую технику ставят на резиновые подушки, чтобы дрожь моторов не уходила в корпус. На кухне поварам выдают резиновые миски и лопатки, потому что один звонкий удар половником о кастрюлю чужой сонар способен расслышать за километры. Даже отработанный газ выпускают за борт мельчайшими пузырьками, чтобы не выдать себя даже всплеском. Насколько лодки незаметны, говорит одна дерзкая операция. В 70-е годы американская субмарина тайком подобралась к секретному советскому кабелю связи, лежавшему на дне Тихого океана, и высадила водолазов. Те прицепили прямо на кабель жучок, записывавший все переговоры. И это сошло им с рук не на день и не на месяц. Годами лодка раз за разом возвращалась к тому же кабелю. Водолазы меняли пленки с чужими секретами у самого порога противника, и тот так ничего и не заметил. А раскрыл операцию в итоге не враг. Ее сдал свой же человек, продав за несколько десятков тысяч долларов. Но у этой невидимости есть и обратная сторона. Лодки порой перестают замечать даже друг друга. Зимой 2009 года в Атлантике сошлись две атомные субмарины, британская и французская. Обе с ядерными ракетами на борту. Обе шли тихо, не включая активный сонар, чтобы не выдать себя ни единым звуком. И потому не засекли друг друга, пока не столкнулись корпусами в полной темноте на глубине. Французы и сами сначала не поняли, что случилось, решили, что налетели на затонувший контейнер.
Лодки, которые невозможно засечь, не сумели засечь друг друга и столкнулись на глубине. Под водой не видно ничего, и весь экипаж обращается вслух. Главный прибор лодки – огромная сонарная антенна в носу, усыпанная тысячами чувствительных датчиков. Почти все время она работает только на прием. Акустики часами вслушиваются в темноту, выхватывая любой посторонний звук. Шум чужих винтов, гул механизмов, далекие звуки моря. А сама лодка не выдает ничего. Второй режим активный, включают очень редко. Лодка сама посылает вперед звуковой импульс и по его эху узнает, что впереди. Но это все равно, что включить фонарик в ночном лесу. Разгляди, что перед тобой, зато тебя самого в тот же миг увидят все вокруг. Импульс разносится на много километров, и лодка одним сигналом выдает свое точное местоположение каждому, кто рядом. Поэтому активный сонар оставляют на самый крайний случай. И даже у такого тонкого слуха есть слепое пятно, прямо за кормой, где все забивает шум собственного хода, да и сам корпус мешает смотреть назад. Чтобы заглянуть в эту мертвую зону, лодке приходится время от времени резко отворачивать в сторону. Маневр, который на флоте в шутку прозвали «сумасшедший Иван». Только тогда носовая антенна улавливает то, что было у нее за спиной. Океан при этом совсем не тихий, и опытная команда узнает его звуки наизусть. Далекую буровую, стаю китов, чужой танкер за 100 миль. В этом ровном гуле можно укрыться. На дне есть целые поля, где живут колонии крошечных щелкающих креветок. Сотни тысяч клешней щелкают разом, и треск сливается в сплошную звуковую стену под 200 дБ, в которой пропадает даже стальная громадина в 1000 тонн. Подводники знают про такие места и нарочно уводят туда лодку, и в этой звуковой стене она исчезает бесследно. Найти ее там не сможет уже никто и никогда. Когда-то единственным окном лодки в мир был перископ. Командир вжимался лицом в окуляр, крутил тяжелую трубу руками и ловил в нее полоску горизонта над волнами. На новых лодках в окуляр уже никто не смотрит. Перископ заменила фотонная мачта, выдвижная стойка с камерами, которая поднимается над водой и отправляет картинку на экраны в посту управления. Трубы, пробивающие корпус насквозь, больше нет. Нет, этого внутри стало просторнее и безопаснее. Но под водой даже лучшие камеры бесполезны, а помощи ждать неоткуда. Спутниковый сигнал сквозь толщу воды не проходит, и привычный GPS здесь молчит. Где она находится, лодка вычисляет сама, по высокоточным гироскопам, которые месяцами считают каждый ее поворот и каждый пройденный метр, без единой подсказки извне. И порой эта слепота кончается бедой. В 2005 году американская субмарина «Сан-Франциско» шла на полном ходу за 150 км в час, на глубине в несколько сотен метров. Активный сонар был выключен ради скрытности, а на такой скорости толку от слуха почти нет. И лодка со всего маху врезалась в подводную гору, которой попросту не было на ее картах. Нос смялся, как консервная банка, людей разбросало по отсекам, но прочный корпус выдержал, и до базы субмарина дошла сама. В этом парадокс современных подлодок. У них лучшие в мире сенсоры, они слышат каждый корабль за сотни километров и улавливают звуки, недоступные больше никому. Но на полном ходу в темноте они не видят того, что прямо по курсу. Слышат весь океан, а гору под собственным носом не замечают. Все это бесшумный ход. Обшивку-невидимку, тишину в отсеках создают ради одного, чтобы лодка нанесла удар первой из ниоткуда. Враг ее не видит, не слышит, не знает, где она, и просто не успевает ответить. Первое оружие лодки – торпеда, и устроена она хитрее, чем кажется. Чтобы потопить корабль, в него даже не нужно попадать. Торпеда несется под водой быстрее, чем автомобиль по шоссе, проходит у самого днища и взрывается не в борт, а в воде под килем. На миг под кораблем вздувается огромный пузырь газа, и судно остается без опоры снизу. Корпус провисает в пустоте и под собственным весом ломается пополам. И так переламывается даже громадный боевой корабль в 1000 тонн. Обычную пробоину в борту он бы, может, и пережил, а этот разлом не оставляет ему никаких шансов. Но это оружие опасно и для своих. В
1944 году «Тэнг», самая результативная подлодка американского флота, выпустила по врагу свою последнюю торпеду, и та описала под водой круг и вернулась назад, ударив лодку в корму. Корабль, отправивший на дно десятки чужих судов, погиб от собственного выстрела. С полусотни метров глубины наверх сумели выбраться лишь 9 человек. Они поднялись через примитивный дыхательный аппарат. Это один из редчайших случаев, когда спасение затонувшей подлодки вообще удалось. Но торпеда топит лишь один корабль, а настоящая сила лодки в ракетах, способных поразить цель на другом конце планеты. Прежде их брали на борт всего по несколько штук, втиснутых в торпедные трубы. На большее места попросту не было. Теперь у каждой ракеты своя вертикальная шахта, и стоят они длинным рядом вдоль всего корпуса. Запуск из глубины выглядит почти неправдоподобно. Ракету выбивает из шахты сжатым воздухом, как пробку из бутылки. Она проходит сквозь толщу воды и только в воздухе включает маршевый двигатель. Запустить его прямо в шахте нельзя. Лодка получила бы удар пламенем от собственной ракеты и сожгла бы себя изнутри. Дальше цифры, в которые трудно поверить. В каждой ракете до 8 боеголовок, и любая из них в десятки раз мощнее той, что уничтожила Хиросиму. Бьют они за тысячи километров с точностью до футбольного поля. На одной лодке таких ракет 20. Одного залпа достаточно, чтобы стереть с карты целую страну за полчаса. Самое поразительное в лодке даже не оружие, а то, что в этой стальной трубе, глубоко под водой, месяцами живут больше сотни человек. И почти вся ее начинка придумана ради одного – не дать им умереть. Начнем с воздуха. Его добывают прямо из забортной воды, пропускают через нее электрический ток и расщепляют на кислород и водород. Водород выпускают за борт, кислородом дышат. Но если эта установка выйдет из строя, на лодке делают то, что звучит как чистое безумие. При нехватке воздуха зажигают огонь. Ведь горение, наоборот, кислород пожирает. Накрой обычную свечу банкой, и она погаснет за считанные секунды. Но это особая кислородная свеча. Брусок химиката, внутри которого кислород, словно запечатан. Когда брусок горит, он не забирает воздух, а отдает запертый внутри кислород. И люди в отсеке снова могут дышать. Ни электричества, ни сложной техники для этого не нужно. Углекислый газ, который выдыхают люди, тоже надо куда-то девать. Его поглощает особая жидкость. Принцип как у губки. Воздух прогоняют через нее, и она вбирает в себя углекислый газ. А когда жидкость насытится, ее нагревают, газ выходит, его выбрасывают за борт, и та же самая жидкость снова готова впитывать. Один и тот же раствор работает так месяцами, по кругу, и менять его не нужно. Воздух в отсеках за месяцы похода пропитывается особым стойким запахом, смесью работающей техники, масла и той самой химии. Сами подводники его уже не замечают, а вот дома родные узнают об их возвращении по одному лишь духу от вещей. И последняя неочевидная деталь. Уровень кислорода намеренно держит у нижней границы нормы. На самочувствие это не сказывается, дышится как обычно, зато любая случайная искра гаснет, не успев разгореться. А под водой это важнее всего. Главный враг подлодки не противник, а две стихии внутри нее самой – огонь и вода. На суше при пожаре можно выбежать на улицу. На обычном корабле спустить шлюпки, на подлодке деваться некуда. Что бы ни случилось, вспыхнул огонь или хлынула вода, вокруг лишь тесный металл до сотни метров океана над головой. И к катастрофе здесь нередко ведет самая нелепая мелочь. В 1945 году немецкую подлодку погубил собственный туалет. Его глубоководная система слива была устроена так мудрено, что капитан в ней не разобрался и позвал на помощь специалиста. А тот по ошибке открыл не тот клапан. Забортная вода под чудовищным давлением хлынула внутрь и залила аккумуляторные батареи прямо под уборной. От морской воды батареи начали выделять ядовитый хлор, и лодке пришлось срочно всплыть прямо под британскую авиацию, которая ее и потопила. О просторе тут можно забыть. Свободного места нет почти нигде. Проходы такие узкие, что двоим не разойтись, а каждый угол занят техникой, трубами и приборами.
Окон нет ни одного. Солнце экипаж не видит неделями, и день от ночи отличает только по часам да по расписанию вахт. Связи с домом почти нет. На месяцы человек попросту выпадает из обычной жизни, не зная, что творится на суше. Коек и тех на всех не хватает, спят посменно, забираясь в постель еще теплую от предыдущего хозяина. У этого даже есть свое название – горячая койка. А еще лодка постоянно меняет глубину, то задирая нос, то опуская, так что пол почти все время чуть наклонен под ногами. Еды на борт берут на 3 месяца вперед, но свежая кончается первым. Салаты, фрукты исчезают уже к концу первой недели, дальше консервы, заморозка и то, что не портится. И все это время вокруг давит толща воды. Напор на глубине так велик, что прочный стальной корпус сжимается и становится на несколько сантиметров короче. В полной тишине слышно, как тихонько потрескивает металл. Поначалу от этого не по себе, а со временем подводники привыкают и к нему. И при всех этих тяготах подводники служат на технике, которая за последние десятилетия изменилась до неузнаваемости. Современная подлодка отличается от грозных субмарин холодной войны примерно как смартфон от старого дискового телефона. Дороже всего в ней обходится даже не оружие. Главные деньги вложены в то, что делает ее незаметной. Гидроакустику, систему шумоподавления, вычислительную технику. Это, по сути, гигантский подводный компьютер, который умеет прятаться, и стоит он целое состояние. Новая лодка обходится в миллиарды долларов, от 5 за охотника вроде Вирджинии до 15 за огромный ракетоносец. А ведь огромная часть этой цены – плата за то, чтобы внутри могли жить люди. Если почти вся лодка построена ради того, чтобы сохранить им жизнь, что от нее останется, если убрать с борта людей? Машина выйдет в разы проще и дешевле, ей не нужны ни воздух, ни пресная вода, ни запас еды, ни койки, ни защита от пожара. Поэтому под водой уже начинается эпоха аппаратов без экипажа. Беспилотная субмарина «Орка» вошла в строй и уходит в одиночные походы на 1000 километров, месяцами обходясь без единого человека на борту. А подводный дрон «Манта» умеет то, что не под силу ни одной обитаемой лодки. Опуститься на самое дно, впасть в спячку почти без расхода энергии и неделями поджидать цель, чтобы очнуться в нужный момент. Будущее под водой за беспилотными аппаратами. Со временем они полностью заменят лодки с экипажем. Но их предназначение всегда будет одним и тем же. Самое грозное оружие на планете создают не для нападения, а ради того, чтобы ядерной войны не случилось никогда. Даже самая агрессивная страна понимает, ударя на первой, сотри с лица земли чужие города, из глубины океана все равно прилетит ответ с лодки, которую невозможно обнаружить. Уцелеть не выйдет, спрятаться не получится, поэтому первым не бьет никто. Так невидимая атомная тень в глубине удерживает планету от самой страшной войны. Не выстрелом, а одним тем, что ее невозможно найти.